американская Брэдли! Я в БМП-3. Поехали! Друзья, всем привет! Сегодня у меня отличная компания. И я не про этих манекенов. Я про российскую БМП-3 против американской Брэдли. Сегодня мы устроим настоящую мясорубку на гусеницах. Погнали! Первым делом мы проверим скорость. Кто из них круче? БМП-3 или американская Брэдли? По ТТХ вообще-то здесь 70, а здесь порядка 60 километров. Но они, как видите, с мангалами немножко нагруженные. Да начнется гусеничная мясорубка. Готовы? Готовы? Поехали! Кажется совершенно точно, что БМП-3 стартует лучше. Она из алюминия, она легче. Практически вдвое. БМП возвращается на исходные позиции, а БМПшечка Брэдли все еще тянется. Кажется, я уже знаю, кто победитель в этом конкурсе. Это практически буря в пустыне, потому что смотрите, какую пыль они разводят. БМП-3 уже в строю, а БМП Брэдли что-то у нее проблемки. Знаете, какая первая проблема у нее нарисовывается? В том, что на месте разворачиваться БМП Брэдли не умеет. Видите, как она газует? Ей приходится делать огромный радиус, чтобы развернуться. И это хреново. Выбирал тут себе недавно кроссовер. Продавец, как обычно, говорит: да, он еще не бит, не крашеный, все такое. Но я-то знаю, что перед покупкой-то нужно проверять все. А с этим нам поможет приложение бесплатное, которое называется Номерограмм. Тут все просто. Вводим номер машины, например, вот К947 КТ-124. И тут я сразу же вижу историю и, в общем, да. Ну, а вообще-то Номерограмм предоставляет доступ к более чем 500 миллионам фотографий автомобилей из разных источников. И среди них могут быть как фотки от других пользователей, так и кадры с уличных камер, то есть и в том числе с мест ДТП, а также объявления с продажи этой тачки. И чтобы вы всегда могли узнать реальную историю любой тачки, вбейте в сторах или в плеймаркете фразу «Проверка авто» или переходите по ссылке в описании, чтобы установить Номерограмм и посмотреть нужную информацию. Номерограмм – это фотодосье на 500 миллиарда машин. Сначала проверь, потом покупай. А если вы хотите узнать, какого монстра присмотрел себе я, скачивайте Номерограмм, вбивайте вот этот номер на экране V459EN82 и обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. Твой совет тоже очень важен. Ты ведь наверняка больше тратишь время на тачки, чем я. Для самых ленивых я даже QR-код здесь прикрепил. Следующий эксперимент заключается в том, каково быть пехотинцем в BMW M2 Брэдли. Что я сделаю? Я залезу внутрь и я включу Яндекс.Навигатор для того, чтобы что? Чтобы точно понять, с какой скоростью в таком обвесе она ездит. Ведь это ОДС, Operation Desert Storm, то есть она с усиленным бронированием. В данный момент здесь даже больше, чем 27 тонн, потому что у нее есть мангал. Поехали! Восемь, 9. Мне немного отбило мозг. Но вообще, для военной машины это неплохо.
Оп, хорошо, что я одел шлем. Двигаемся в десантное отделение. И, кстати, я вам скажу, мне местное десантное отделение нравится больше, чем Брэдли. Во всяком случае, не чувствуешь себя никакой килькой. Здесь прям удобно. Двигаешься, так сказать, как в кинотеатре в первом ряду. Здесь точно комфортнее, потому что здесь есть спинки. И ты едешь как бы вперед, наблюдаешь. Ну, наверное, выбраться отсюда не так просто, как из Брэдли. Потому что у того еще аппарели, я бы сказал, это плюс. Но здесь совершенно точно комфортнее передвигаться. То есть, если у вас какое-то патрулирование, еще что-то, вот такая машина идеальна. Здесь еще боковые сидушечки раскладываются и садится еще 2 десантника. Десантников здесь больше, чем в Брэдли. И это хорошо. Единственный минус, ты видишь, собственно, весь боекомплект, который может в какой-то момент сдетонировать. 0. И погнали. О, это ламповая обстановочка. Буквально. Так, нарисовался один маленький нюанс. Внутри навигация никоим образом не работает, то есть не проходит никак вообще сигнал для телефона, и мы не можем измерить. А стало быть, мы сейчас телефон со скрином экрана повесим наверх и проверим. Сказал бы я, что здесь комфортнее. Да, точно комфортнее, да, ламповая обстановочка. Не уверен, что отсюда можно очень быстро выбраться, как это в Брэдли. Поэтому тут, наверное, я все-таки отдал бы предпочтение Брэдли. Нажал кнопочку, и она открылась. Вот тебе белый свет, и ты вылазишь спокойненько. Наша задача замерить, как ездит БМП-3. И это придется сделать сверху. Какая-то намечается проблема. Я сидел наверху, и датчик скорости показал 44 максимум, но мы точно ехали быстрее, чем на Брэдли. Может быть, потому что мы сидели внутри, и это какая-то проблема. БМП-3 стартует быстрее, и это очень хорошо, но такое ощущение, как будто бы по скорости они одинаковые. Я сидел в БМП-3 на БМП-3, и он показал скорость 44. Хотя в БМП Брэдли, когда я сидел, показалось 45. То есть, типа, этого либо не может быть, либо они действительно ездят с одинаковой скоростью. А сейчас мы потестим заднюю скорость этих БМП. Американец против россиянина. Готовы? Готовы? Поехали! Отлично. Но здесь, как говорится, результат налицо. В данном случае БМП-3 оказывается шустрее. И это мне нравится. Кто из них быстрее развернется? Сейчас и проверим. Поехали!
Так, в Брэдли что-то захрустело, и, по-моему, она закончилась. Где этот парень берет пушки? Да, это самый распространенный вопрос, который меня задают. И правда, где ты берешь свои пушки? И я скажу тебе в секретном канале. Сейчас я хочу проверить, насколько удобно управлять BMP-3 и BMP Bradley. Сейчас я сяду на место механика-водителя и прокачусь. Триплекса побиты, но в целом достаточно удобная конструкция. Сейчас посмотрим, каково это быть команданта-механиком Брэдли. Так, ну, честно скажу, здесь мне все нравится. Прям приятненько сидеть. И самое, что интересное, что здесь коробка автомат. Запускаем массу. Запускаем насос. Делаем по дате перекрытия. Ну и, собственно, газ и тормоз. Выжимаем тормоз и заводим. Это удобно. Ну а теперь прокатимся. Переключаемся. Отпускаем. И стартуем. Я управляю американской Брэдли! Мне очень понравилось. Это было круто. Я в BMP-3. В общем, да. Так, тут коробка полуавтомат. В Брэдли больше места, и туда я в бронежилете спокойно помещаюсь. Там коробка автомат, и это упрощает задачу. Я могу думать еще о чем-то, кроме того, что я должен быть водителем. Здесь я чувствую себя водителем, но при этом здесь полуавтоматическая коробка, то есть в принципе какого-то супер дискомфорта я не чувствую, учитывая, что это буквально боевой трактор, да, как и, собственно, BMP Bradley. Но здесь и речь не идет о том, что это должно быть супер комфортно, в конце концов, это боевая техника. Она точно едет по ощущениям быстрее, но может быть это такое ощущение, потому что Bradley-то все-таки на 9 тонн больше весит. В общем, да, нам не удалось разогнаться до 90 и не удалось разогнаться даже до 60. 44 против 45. То есть Брэдли ехала на разгоне быстрее на 1 километр. Но при этом BMP-3 был маневреннее во всем, быстрее добирался, быстрее разворачивался, быстрее стартовал. Так что тут пока что непонятно, на чьей стороне, но в управлении точно Брэдли круче. Кто будет царем горы? Сейчас мы заберемся на гору и с нее спустимся. И кто будет круче, BMP-3 или Брэдли? У BMP-3 есть блокировка дифференциала, а у Брэдли есть пониженная передача. Кто будет круче, это вопрос времени. Американская BMP Bradley уже готовится к тому, чтобы стать царем горы, но первым в этом испытании будет участвовать BMP-3. Поехали! Неплохо.
Уткнулся чуть-чуть, но проехал. Давай обратно. И обратный ход. Походу сетка мешается передняя. Вот она горочка. Она спокойненько заезжает. Вот это жара. И спускается. Отлично. Супер. Движение начинает робот имени Брэдли. Был такой генерал. Посмотрим, как она справится с этой задачей. Брэдли выходит на задачу. Американец должен забраться на горочку и спуститься. Посмотрим, как это получится. У нее автомат, коробочка, ей, наверное, будет попроще, думается мне. Хотя не факт. Она включает понижаечку и начинает движение. Уху! Грандиозно. У нее нет таких решеток спереди, и, может быть, ей будет проще. О боже, я думал, она сейчас перевернется нахрен. Отлично. Отлично справляется. Ё-моё. Она и с этой задачей справилась отлично. Задним ходом заехал. Ну, в общем-то, БМП тоже заехала бы. Мы просто пожалели решетки. О, боже. Ох, мой. Американская БМП Брэдли отлично проходит это препятствие. Даже, так сказать, ничем не зацепляется. Но, в общем-то, это не проблема БМП-3, потому что БМП-3 точно так же заехала бы обратно, мы просто разорвем все решетки. Похоже, эту БМП Брэдли никто не собирается отправить на фронт, если вы понимаете, о чем я. Кстати, где я взял эту БМП, вы можете посмотреть в нашем секретном канале. БМП-3 против БМП Брэдли. Отличное выдалось, на мой взгляд, противостояние, и кто-то из вас скажет: а где стрельба? И мне кажется, сегодня было достаточно экшена, чтобы разогреться. А в следующей серии вы увидите, как мы используем подкалиберные снаряды, осколочно-фугасные снаряды. Будем стрелять по танку. Будем стрелять по БМП, будем стрелять по бронежилетам и поймем, что происходит с манекеном. Если на нем хороший бронежилет и хорошая баллистика. Какие будут поражения? С вами крупнокалиберный переполох, не переключайтесь. Дальше будет интересней.